Всем привет, народ! И сегодня мы будем говорить о Telegram-боте Miner, где мы пытаемся заработать токенов, чтобы разбогатеть. Но нам вставляют палки в колеса. И вот к чему я. Предыдущий ролик закреплю его здесь. По майнингу и автомайнингу, точнее, в этом боте, в этом майнере, вот, я рассказывал о том, что автомайнер мной был куплен, да, и сейчас происходит что-то очень странное. Мне дали на 10 дней бесплатно новую функцию, где мне вообще не надо заходить, по сути, в бот, а он сам за меня все делает. И вот эти 10 дней закончились, и я записываю для вас ролик, чтобы сообщить вам следующее. Вот он, тот самый автомайнер, и теперь он действует 24 часа, и мне его нужно покупать. К чему это? Давайте я сейчас попробую найти для вас тот старый ролик, где я покупаю этот автомайнер и что там было написано. Для начала объясню, в чем суть. Понятное дело, что здесь есть по-любому какие-нибудь пользовательские соглашения, и разработчики в пользовательских соглашениях, как в ролике ЗУ я уже рассказывал, по-любому они там написали следующее. Что какие-то изменения, новшества, обновления и тому подобное в своем Telegram-боте они могут делать, не оповещая нас. То есть никак, ни в Telegram-канале, ни внутри бота, да. То есть мы должны сами заходить в пользовательские соглашения и проверять, нет ли каких-либо обновлений в пользовательских соглашениях и в Telegram-боте соответственно. Вот, поэтому... Тут можно сослаться как. Я приобрел этот автомайнер, который должен был у меня быть постоянно, пока вот я играю в этого Telegram-бота. Но тут они изменили, и теперь он очень-очень модный, вообще не нужно заходить. Но тот у меня убрали, дали 10 дней попользоваться бесплатно, а сейчас мне нужно опять его покупать. Да, они внесли изменения, они должны были предупреждать, ну и что хотят, по сути, то и делают. Но, есть одно но. Тут мы, по сути, совершаем сделку. Сделку в плане чего? А если бы они изменили бы мой баланс и сказали, теперь вы добываете не вот это количество токенов, да, а мы берем вам 2 0, и теперь ты добывал меньше, и заново дальше добываете. Вот, это изменения в игре, они не касаются ничего. Все, это внутриигровой процесс. Но тут это сделка. Я им передаю какие-то материальные ценности в виде токена тон. Ну, не везде у нас криптовалюта является платежным средством, но либо в звездах. Я, то есть, не помню точно. По-моему, я оплачивал даже не в тоне, а в звездах. А возможно и в тоне. Но... То есть эта сделка, звезды считаются именно вот внесением уже денежных средств, потому что мы их пополняем с карты, покупаем здесь, ими оплачиваем. То есть это, по сути, финансовая система внутри Telegram. И, соответственно, приобретая товар, в нем было описание от этого товара. И между нами, мной и разработчиками, был заключен небольшой договор оферты, в котором они описывали товар и услугу, которую я приобретаю, вот, а я, соответственно, ее оплачивал. И все. И тут они изменили и забрали у меня обратно услугу, не вернув мне деньги, соответственно, за потраченные мной вот эти вот услуги. Ну, оплаченные мной услуги. Соответственно, это уже считается не просто каким-то скамом, да, а это уже по факту мошенничество. Но я сейчас как бы это не рассуждал, соответственно, я же не пойду куда-то жаловаться сейчас в прокуратуру, что меня какой-то майнер там обманул на там 1 тонн. То есть на $5,5 срочно верните мне их. Но суть такова, то есть доверие теперь у меня, по крайней мере, к разработчикам вообще этого Telegram-бота и к раздаче этого доверия как бы не было в основном ко всем тапалкам. Но здесь у меня оно пропало абсолютно. То есть теперь всю токеномику, которую я рассчитывал, не знаю, стоит ли ее учитывать или нет. Давайте попробуем, найдем тот ролик и точно удостоверимся о том, что там действительно было написано следующее. Итак, вот это тот самый ролик, где я приобретаю те самые турбомод и автомайнер. И что же у нас тут нарисовано? Во-первых, 24/7, то есть токен будет работать у меня 24 часа, 7 дней в неделю, и это автомайнер. То есть майнить токены in background бесконечно. То есть вот здесь то же самое написано mine in the background, то есть, ну, как перевести это слово, ну, фразу точнее, она переводится как майни на заднем фоне, да, по сути, либо там майни, ну, за фоном, ну, закрывая приложение майни. То есть все, я приобретал, вот стоило ему 4 тонна активация, и эта активация давала возможность мне получить его навсегда. То есть было написано, что при покупке этого майнера вы владеете навсегда. Но, а сейчас, получается, я приобрел товар, которым могу владеть навсегда и майнить закрытым приложением, грубо говоря, у меня не работает.
То есть я оплатил 4 тонна, понимаете, уже даже больше, чем $5,5, уже целых там на то время $22. Были времена, когда тонн стоил по $5,5. Эх. Вот, а сейчас, получается, у меня его нету. То есть я оплатил товар у меня изъяли, а деньги мне не вернули. Получается, это уже мошенничество финансовое. То есть, ну, как к этому относиться, я не знаю. Понятное дело, что я никуда не пожалуюсь, но думаю, пора какую-нибудь партию создавать, да, где мы будем наказывать подобных деятелей. Возможно, когда-нибудь создам какую-нибудь закрытую группу, где мы будем заниматься партизанской деятельностью против вот таких вот мошенников, которые пытаются обманывать наших простых тапальщиков и работяг. Вот. Но пока придется только вот так вот ругаться в экран и охать да ахать. А вы, как всегда, напишите в комментариях: ха-ха, вот вам всем донатерам, да, вот так вот мы получаем по шапке. Ну и что же теперь происходит у нас со всей токеномикой? Давайте возьмем калькулятор и будем считать. Сейчас уже выманено вот в районе четверти всех токенов. Я на этот момент, ну, теоретически плюс-минус 40 тысяч токенов сфармил, получается. Но фишка в чем, что теперь мне их проблематичнее зарабатывать. И навряд ли я буду каждые 25% 40 тысяч токенов зарабатывать. Я думаю, сократиться до 30 тысяч. Ну, то есть в теории, где-то 130 тысяч токенов я, то есть со всего пула смогу забрать. 130 тысяч токенов. Общий пул у нас 1 миллиард. И если мы разделим мой пул, который я смогу кое-как нафармить с этим гребаным безмайнинговым майнером, то я получу 0,3013%. Ну, часть 0,3013 часть от общего пула. Ну, понятное дело, эмиссия, они тут пишут total эмиссия 1 миллиард, но эта эмиссия будет 1 миллиард для нас. Общая, скорее всего, эмиссия будет, ну, может быть, в районе там 1,5 миллиардов. Ну, я думаю, может и 2 даже миллиарда, да. Ну, то есть часть они заберут себе, часть они отдадут маркетмейкерам, часть они отдадут на листинги развития проекта там и тому подобное. И часть может быть какая-то инвесторам, и часть нам. Но давайте даже в худшем варианте рассмотрим, что 50% нам выделят всего. И то есть выдадут они 2 миллиарда эмиссии токенов, из которых миллиард отдадут нам, а миллиард разделят там между собой. И тогда в теории при самом худшем варианте, давайте рассмотрим самый худший вариант и будем пытаться считать, что выйдут они на какую-нибудь DEX биржу с капитализацией в $2 миллиона с общей эмиссией в 2 миллиарда токенов. И то есть мы 2 миллиона долларов, их капитализация начальная рыночная. Ну, так как это тапалка все-таки донатная, и, возможно, они будут выходить на CEX биржи какие-нибудь маленькие, да, давайте все-таки улучшим условия, потому что я боюсь, сейчас это будет очень печально. Возьмем 10 миллионов капитализацию этого проекта общую и разделим ее на эмиссию всех токенов, то есть на эти самые 2 миллиарда. И получается у нас цена одного токена будет 0,205. То есть свои вот эти 130 тысяч токенов умножу на 0,205, полцента, получаю $650. В принципе, теоретически вложил я сюда, наверное, ну, я сейчас не буду врать, скажу вам точно. $100 было сюда вложено. Получить 650 как-то жирновато, согласитесь. Давайте все-таки тогда возьмем 2 миллиона DEX биржу и 2 миллиона капитализации, и тогда это уменьшится в 5 раз. Мы разделим на 5 раз, и я получаю $130. В принципе, отбил свое, плюс $30 сверху, 30%. Ну, возможно, оно будет и так. Мне кажется, оно и будет и так. Что вот такая вот сумма примерно и будет. Ну, $130-150 я получу. То есть, ну, 30-50% сверху от своих вложенных. То есть, и цена токена, соответственно, будет 2.01. Это самый худший вариант. Я думаю, хуже уже быть не может. А если при лучшем варианте хотя бы в полцента, в 10 миллионов капитализации, тогда это $650. В принципе, нормально. Можно заработать. Это... Не шуточки, там 6,5 иксов. В принципе, было бы замечательно. Вот такие сегодня были мысли у меня по проекту Майнер.
Я вам крайне не советую заходить в подобные проекты. Во-первых, потому что они абсолютно не бесплатные. То есть, чтобы начать майнить, нужно сразу внести донат. Я вам крайне не советую вносить донаты, потому что можете потерять свои деньги. И лучше вам последовать моему совету, так как многими в комментариях меня тут хейтят, обзывают, что я вот тут расставляю свои реферальные ссылки и тут рекламирую непонятные проекты. Я вам всего лишь навсего описываю и делаю обзоры на то, чем я здесь занимаюсь, в какие тапалки я играю, а реферальные мои ссылки это мои реферальные ссылки. То есть кто по ним переходит, это просто моя зарплата за то, что я тружусь в создании роликов. Так что не советую вам заходить. Если все-таки хотите просто меня отблагодарить переходом по моей реферальной ссылке, зайдите и выйдите, и закройте, удалите бота. Мне засчитают просто реферал, которого я позвал, а вы не будете тратить деньги и свое время на подобные проекты. Так что запомните мои слова и поступайте лучше так, как я вам говорю. Это будет лучше, потому что мы здесь не зарабатываем. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.